Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Кто влюбился в тебя с первого взгляда и уже готовит план по захвату твоего сердца? Ты просто жила своей жизнью. Работа, друзья, свои заботы. Но для кого-то твое появление стало целой вселенной. Он увидел тебя всего на секунду, и этого хватило, чтобы потерять покой. Сегодня мы поговорим о вспышке слева, о мужчине, который влюбился в тебя с первого взгляда. И он не просто мечтает, он уже готовит план по захвату твоего сердца. Ты даже не догадываешься, что твоя крепость уже в осаде. Он ищет способ к тебе подойти. Скоро ты почувствуешь его присутствие. В финале я назову карту-подсказку. Это будет кодовое слово или знак, по которому ты поймешь, что именно он, что это именно он, тот самый. В принципе, вы могли пройти мимо него в магазине, увидеть в очереди за кофе или пересечься взглядом на светофоре. Для вас это обычный момент был, но для него это вспышка. С этой минуты вы стали для него смыслом, мечтой и перевернули весь его мир. Так, в сегодняшнем раскладе мы вскроем его планы, да? Момент посмотрим вспышки, когда и где он вас увидел, место, обстоятельства, в чем вы были, его план захвата, как он собирается к вам подступиться, прямолинейно, через общих знакомых или создаст случайную встречу. Первый ход, его конкретное действие, которое вы увидите в ближайшее время. И в конце карта сигнала, да, это слово или образ, который проявится в вашей жизни прямо перед тем, как он совершит свой первый шаг. Не пропустите. Это начало новой истории. Так, давайте посмотрим, кто там уже готов бросить мир к вашим ногам. Для начала вашу сигнификацию, как обычно делаю. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Как-то мне показано прошлое. Почему-то тут подчеркнуто ваше прошлое. Динозаврик, прошлое. Какие-то были эмоциональные качели. Тут девушка кричит от боли. То есть, ну, как минимум, какая-то боль вам была причинена, да, нанесли этот урон вам. Но мне показали карта эволюция. Вы даже из этой боли, из этого состояния какого-то нересурсного смогли выйти победителем. Вам это как будто бы придало, может быть, стимул, у кого-то амбиции, у кого-то даже разозлились, ну, не знаю, то ли на обидчика, то ли даже на саму себя и сказали: все, собирайся, возьми себя в руки, идем дальше, не обращай внимания на это все. Поплакали, тут конкретно были какие-то очень тяжелые времена. Все, собрали себя по кусочкам, восстановились и становимся лучшей версией самой себя. Типа врешь, не возьмешь, да? Тут что-то такое, такая девочка с сильным характером на самом деле. Может быть, даже вы сами от себя не ожидали этой силы, которая внутри вас заключена. Эволюция. Развиваетесь, цветете и пахнете. В принципе, повторяюсь, руки не опускаете. Для вас нормально развиваться, ставить перед собой какие-то планы, мечтать. Тут не просто мечтать, а планировать и эти планы реализовывать. Так, внешне привлекательная и прекрасно понимаете, что нужно следить за своей внешностью, вкладывать финансы в эту внешность, время. Тут не женщина такая ухоженная. Может быть, сейчас заняты как раз или задумались о том, что нужно где-то перышки почистить, может быть, улучшить, уже не знаю.
там состояние у кого-то кожи, у кого-то в принципе какими-то процедурками заняться косметологическими. Почему-то мне так идет такая девочка. Так, ну тут идет девочка, которая не махнула на себя рукой. Нет, нет. В прошлом тут карта дьявол. Может быть, опять-таки, повторюсь, какие-то вот эти вот эмоциональные качели были, тут страсти, созависимость. Ну, это принесло вам боль и разочарование, ну и опыт. Так, сейчас уточню вот этот вот павлин какой-то. Это можете быть как вы. Вот странные карты. Павлин, ярость и карта ведьма ведающая. Проще всего мне прочесть, конечно, что это какой-то в вашу жизнь пришел мужчина, который стал... Тут третьи лица у меня еще выскакивает карта. Ну, у кого-то эти любовные треугольники. Мужчина, может, не свободен был. Вы могли какое-то время ждать, да? Ну, у кого-то так. Так, павлин, это вы? О чем это? Тут, знаете, скажем так, какой-то мужчина вел себя, я не говорю постоянно, но периодически как-то, может, за вашей спиной что-то тут утаивал, карта крысы, знаете, как будто бы, ну, преследовал свои цели. Давайте так, я не буду говорить, что он тут прям негодяй, негодяйский, но человек свои какие-то цели, у кого-то это умалчивание, у кого-то не всю информацию до конца про себя, может быть, там, может, отношения какие-то не до конца завершил, опять-таки, как они иногда любят, да, мужчины, не до конца разведен, да, такой нюансик. Ну ладно, не буду что-то на мужчину наговаривать. Смысл какой-то тут, будто бы через вот общение с этим человеком, тут вам тяжело было, вы могли, как будто бы, знаете, ну, кого-то прям пострадали от взаимоотношений. Но тут карта идет очищение. Как будто бы вы где-то взяли даже пример с этого мужчины. О чем я? О том, что на его примере вас как будто бы учат, как нужно себя любить, как, может быть, не нужно свои какие-то потребности элементарные, не говоря уже там о мечтах, о желаниях, потребности элементарные отодвигать в сторону ради там других людей. Тут что-то, не знаю, мне такое ощущение, как будто бы вы хотели от взаимоотношений чего-то одного с этим мужчиной, но не получили. Может, в каком-то искаженном варианте это все получили, или надеялись все-таки до последнего, что тут все будет как вы хотите. Тут совершенно все пошло не так. Тут какая-то карта ярость, и у кого-то карта ведьма ведающая. Это история скорее о том, что, ну, увлечение эзотерикой, у кого-то психологией, опять-таки, не на ровном месте, а возникло, да, а вот тут вот попытки разобраться в текущей ситуации с этим мужчиной, какой-то любовной этой ситуации. Может, для себя даже разобраться, почему я выбираю какой-то определенный типаж мужчин, который причиняет мне боль. Что происходит, да, в процессе, если все начинается вроде бы неплохо, а почему потом все трансформируется в какие-то такие токсичные отношения. Тут как будто бы вы могли ждать очень долго. Тут карта собака и карта справедливость. Может быть, отношения носили дружеский характер, но вы надеялись на то, что отношения перерастут на какой-то более, ну, не знаю, серьезный какой-то формат, уровень другой перейдет, да. У кого-то это одно, у кого-то, в принципе, может быть, вы и вкладывались в отношения, и хотели, тут карта справедливость, справедливо относились и к этому мужчине, и, может быть, надеялись, что и в ответ вы получите то самое справедливое. А ну тут что-то как-то мужчина больше как бы в свою сторону, мне так идет. Кто-то очень хотел по справедливости там оформить, ну, законно, может быть, законный брак, это справедливость сюда же. Но, может быть, мужчина даже это и не рассматривал или не спешил, да, с этим всем. Тут как будто бы
то, на что вы надеялись, оно, ну, повторюсь, как-то не нашло поддержки и взаимопонимания со стороны этого мужчины. У вас как будто бы разное видение ваших взаимоотношений было. И тут ваше, тут не то, что там разочарование, а ярость уже как будто бы даже. Может быть, даже злость на саму себя какую-то. Почему я допустила, почему я позволила этому мужчине со мной так себя вести. У кого-то даже так. Тут на себя посмотрели даже по-другому. Но я вам хочу сказать, это ваш жизненный путь, это ваш урок. Если бы не было вот такого товарища, вы бы, наверное, может быть, какие-то в меньшей мере так бы и проигрывали варианты. Может быть, и не обращали внимания на какие-то нюансики, которые в отношении вас, они повторяются, да, какие-то, может быть, программки, какое-то обесценивание. А вот уже когда у такого павлина вы встретили, то тут вот уже вы не смогли это игнорировать. Вот мне так показывают, такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, кто влюбился в тебя с первого взгляда и готовит план по захвату твоего сердца? Первое. Где и как он тебя увидел впервые? Ну, мужчина, мало ли, повторюсь. Там, на работе, на улице, там, в очередь, правда, в очереди там за кофе стояли. Еще, может быть, среди близких, родных, знакомых, общие друзья. Так, насколько сильна эта влюбленность? Что он чувствует? Так, его стратегия. Как он планирует завоевывать твое сердце? Конкретный шаг, который он совершит. Твоя реакция. Как тебе лучше всего отреагировать, чтобы не спугнуть удачу, да? Может быть, нужно, не нужно вообще вам на это реагировать. Давайте посмотрим. Где и как он увидел впервые тебя. Насколько сильна влюбленность, что он чувствует. Стратегия. Как он планирует завоевывать сердечко твое. Первое его действие, конкретный шаг, который он совершит. И реакция. Как лучше всего тебе реагировать, чтобы не спугнуть удачу. Давайте не затягиваем, да? Первое. Где и как он тебя впервые встретил? Явки, пароли. Так, ну, прям, девочки, первая карта у меня как истощение, у кого-то прям, ну не знаю, мне первое, что в голову пришло. Может, вы себя не очень хорошо чувствовали в этот период, кстати, в это время. У кого-то, может быть, даже, не знаю, мне в голове, конечно, может быть, больничный какой-то покой, приемное отделение. Не приведи Господи, да, ну мало ли, может быть, ну не знаю, вакцинацию вы какую-то там делали. Ну вот тут вот какой-то как элемент, как идет восстановление. У кого-то, ну тут женщина истощена, красивая, уставшая очень женщина. Ну ладно, давайте, и карта прошлого мне тут. Так, свинью подложили, змея, сбежать, мужчина. Девочки, у кого-то вот, где вы могли этого мужчину увидеть, я вам хочу сказать, у вас в голове, может быть, на тот момент, когда вы этого увидели мужчину, вы даже, может быть, даже не сопоставили, но у вас в голове был другой мужчина. И у вас было желание то ли освободиться от каких-то отношений, может быть, токсичных, сбежать от какого-то мужчины. То ли у вас была голова занята, вы думали, как мне, допустим, уже вот токсично все, как надо расстаться, как-то так. То ли расстаться, то ли устали вы от взаимоотношений. Вот тут вот что-то такое вот. И, ну, я вам сразу говорю, это не лучший ваш был момент в жизни, период. Вы себя чувствовали уставшей, изможденной. У кого-то тут истощение, выгорание, вот прям такое. Это в прошлом было уже. При этом, знаете, как прям как в анекдоте, наверное, когда вот, ну, не знаю, насколько это смешные анекдоты, вот, правда бывает, когда мы
там у нас очень много энергии, сил, там и есть время у нас, мы можем там себе позволить там себя в порядок привести, красотка, сами собой любуемся, и запас еще времени есть, и не спеша идем. И в этот момент мы никогда никого не встречаем, да, вообще. А когда у нас там, правда, как силы на исходе, тут хоть бы до расчески дотянуться, да, расчесаться. Ну, я утрирую, но вы понимаете, о чем я, да, может быть, параллельно куча всего наслоилась, да. Тут и одно, и второе, и третье. Повторюсь, у кого-то может быть бессонная ночь в силу разных событий, там еще что-нибудь. И как будто бы тут еле глаза разлепил, и ты идешь, и ты увидишь всех своих этих доброжелателей, да. И вот в такой какой-то период, девочки, я вам хочу сказать, вот в такой период, как свинью подложили, вы могли этого мужчину, кстати, встретить. На самом деле, это вы, ну, были не в самой своей лучшей форме. Ну, как есть, так есть. В любом случае, вы умнички, красавица, да? Умница, красавица. Параллельно мне показано, тут даже, может быть, и этот мужчина как-то к вам мог проявиться, а вы тут, может, отмахнулись от него или сказали: ой, боже, мужчина, идите своей дорогой, я вас не трогаю, и вы меня не трогаете. Может быть, такое желание у вас было, как сбежать, и вы вообще на весь мужской род как-то смотрели так: ничего хорошего я от них не жду, и не трогайте меня, я вас не трогаю. Ха, тут такое могло быть, у вас даже какая-то такая реакция могла быть, как-то отмахнуться от него, и даже агрессия какая-то. Тут прям так не идет. Желания с ним контактировать у меня точно, я вижу, что у вас не было. Так, вот так вот мне показано. Так, насколько сильна эта влюбленность, что он чувствует? Ух ты, ё-моё, ну вы для него карта принцесса, девочки. Ух ты, та самая. Причем в вас заключена очень многое. Тут карта хамелеон, из двух сторон, с этой стороны принцесса, тут хранительница. Нифига себе. Тут, девочки, как будто бы у вас вот сочетается то самое лучшее, что он в принципе видел и знает в женщинах. Почему-то так вот мне идет. Карта принцесса, она сродни карте императрица. Императрица — это сочетание наилучших качеств 4 королев. То есть, ну, внешние данные, сексуальность, интеллект, умение подать себя, умение, может быть, тут, ну, самодостаточно заработать, приумножить, вокруг вас все распускается, расцветает. Первая карта у меня идет, это посланник высших сил, карта доброго, светлого человека. Хорошо, давайте так, давайте это, может быть, даже если у кого-то это сфера деятельности связана с помощью кому-либо, да, бывает там, ну, не знаю, медработники, соцработники, психологи. Я не знаю, девочки, ну, у каждого своя специфика, ну, в принципе, может быть, даже какая-то сфера обслуживания, в принципе, это же помощь, то он вас видит вот очень, в принципе, очень доброй и доброжелательно настроенной к людям. В его сторону, может быть, вы там отмахнулись, если у него, как, знаете, как мужское проявление было там, ну, не знаю, там, флирт, не флирт, комплимент. Вы как будто бы были уставшие, и вы дали понять: меня вообще не интересует, мне не интересно проявление. В принципе, как будто бы не трогай меня. Что-то такое было. Как отмахнулись от него. Вот мне опять идет. При этом он вас видит абсолютно разной. Ну, тут высочайшая оценка. Хранительница — это мудрость. Видите, сова сидит на плече. Привлекательность. Интересный вы ему очень. Опять-таки, тут не зря вот эта карта, тут примирение какое-то и поездка. Вплоть до того, что эта влюбленность у него, она у него сохраняется уже какой-то, ну, промежуток времени. Там показали из прошлого. То есть это в прошлом эта встреча была с вами, вы пересеклись. А тут, может быть, даже, повторюсь, может, он вас чем-то, ну, я не говорю, там, выбесил. Нет, там не было таких карт. Ну, как будто бы, это же какое-то раздражение у вас было. Вы его, может быть, даже и не запомнили. Не знаю. А для мужчины такое, как... Ну, она шикарная, она роскошная, она та самая прекрасная, прелестная.
Может быть, будет вот тут карта поездка и примирение, может быть, встреча еще будет, и мы с ней, может быть, по-новому как-то там отношения, то ли попытаемся выстроить, то ли как бы даже знакомство по-новому переиграется. Ну, тут так, девочки. Так что, несмотря на ваше такое какое-то отношение в моменте, как будто бы, ой, мужчина, уйдите, отойдите, не трогайте меня. Несмотря на это, вы на него произвели огромнейшее впечатление. Тут шикарная женщина, великолепная, шикарная, тут восхищение просто вами. И надеяться на то, что формат все-таки изменится в конце. Это примирение, какая-то поездка, может он планирует где-то в ваших краях появиться. Может быть, даже если, я повторюсь, там, если, допустим, на работе, если это род деятельности у вас, там, помощь, да, то вы могли кому-то помогать в этот момент, а он мог то ли сопровождать, то ли сам, может, нуждался в этой помощи, и вы там оказывали. Но при этом, повторюсь, вот какой-то нюанс, он увидел в вас эту человечность, добро. Вот не зря, видите, тут первая карта, он так и считывается, посланник высших сил. Женщина, тут хорошая мамочка, заботливая, нежная, ласковая, но при этом именно как будто бы его мужские, может, проявления, вы так на него посмотрели из-под бровок и послали так не мой знак вопроса, типа, что тебе надо? Типа, мужчина, идите. Тут вот такое может быть. Но он все равно в восхищении каком-то. Так, ладно. Как он планирует завоевывать ваше сердце, да? Интересно. Ух ты, ё-моё. Всадник, очищение, восстановление, очищение. Тут, девочки, понятно, вынашивает какие-то планы. Тут уже как будто бы есть такой, чуть-чуть, я не буду говорить страх, не страх, отторжение, но как будто бы он то планирует по карте всадник прискакать к вам. При этом очищение, это он бы хотел бы, чтобы вы восприняли его появление, опять, без каких-то там, ну, пошлых намеков, без, может, агрессии. Ему хотелось бы, ну, как бы открыто, честно попытаться с вами, может, отношения завязать, как-то завязать разговор. Тут вынашивает он эти планы какие-то. Тут изображена эта морская эта девочка Неяда, да, которая, видите, тут вынашивает эту жемчужинку. Это что-то такое красивое, нежное, то есть хрупкое. Для него это очень важно, для этого мужчины. Какое-то для него это очень, очень значимое событие. Ну, не знаю, девочки, тут как-то прям трогательно так. То есть, так, мы смотрим, как он планирует завоевывать ваше сердце. Ну, прийти, появиться, при этом как-то, может быть, не так, как до этого. Кстати, он может тут даже, тут окно в другой мир, может быть, свой какой-то опыт уже предыдущий общения с вами, он тут почему-то не особо позитивный. Повторюсь, как будто бы или он на вас не произвел впечатление, или вы были не в духе, или истощены, или как-то нересурсны, или раздражены, но ваше состояние какое-то, это не особо связано с ним. Как будто бы на тот момент у вас было, ну, не самое лучшее состояние, может быть, по здоровью даже, да, истощение, повторюсь. У кого-то момент такой совпал, не в то время, не в том месте он вас увидел. Вернее, вы-то на него все равно произвели то впечатление, а у вас такое было состояние, вы любого тут бы в эротические дали послали. Ну и он как будто бы, может быть, даже тут интересуется, может быть, по психологии даже какие-то там передачи или что-нибудь смотрит и думает, как это избежать вот этого вот негативного опыта. Человек готовится появиться там, где вы, может быть, пересекались до этого. Вот так мне идет. У кого-то это рабочие взаимоотношения, у кого-то это может быть, повторюсь, если вы там оказываете помощь разного рода,
иногда волонтерство, иногда там, ну, элементарно там ходите, может быть, помогаете людям. Я не знаю, девочки, у каждого свое. Вот, может быть, даже там он пытается продумать, как появиться, дабы вас может заинтересовать. Конкретный шаг, который он совершил. Карта гармония, добро, павлин. Куда ж без этих павлинов? Противоядие. Ух ты. Магнетизм и развилка. Давайте так. Мужчина рассматривает два варианта. Как появиться? Может быть, ну, он знает среду обитания вашу. Да, как варианты рассматривает. При этом конкретный шаг, ну, придет с добром, без наездов. При этом, может быть, даже отчасти захочется ему как покрасоваться, показать, вот насколько он там, тут карта мораль с открытыми ладонями, насколько он несет, не знаю, как сказать, позитив, не позитив, но насколько он, допустим, тут карта гармония и мораль, сам по себе, допустим, вот такой вот, даже не то, что там ресурсный, а какой-то вот позитив. Тут вот как будто бы мужчине очень важно показать, тут я даже не могу сказать, как это, ценность свою, да, наверное, ценность, может быть, желание тут без каких-либо манипуляций, карта мораль все-таки, открытые ладони, выстраивать взаимоотношения. Тут как будто бы он будет бояться даже минимально как-то, знаете, испортить это первое впечатление, но оно уже почему-то у вас как будто бы была эта встреча, но он, то ли вы его не заметили, то ли не запомнили, то ли вообще не дали какой-то должной реакции на его появление. А сейчас ему очень важно, чтобы вы заметили, как будто бы какими он качествами обладает. Вот. И человек, вот конкретный шаг, который он совершит, он появится, при этом захочет показать себя с той самой лучшей стороны. Вот так мне идет. Противоядие, магнетизм. При этом у него уже есть какие-то варианты. Если, допустим, вы не отреагируете так, как не заметите, то есть его ценность, ну, то ли опять отмахнетесь, он как будто бы продумывает еще варианты, другие, противоядия. Как вот показать себя еще по-другому, чем вас еще заинтересовать. Ну, вот тут карта магнетизм. Человек реально прикладывает какие-то усилия, продумывает. Вот если не так, то вот по-другому. Ну, карта развилка. Варианты. Может быть, где-то еще в другом месте тогда пересечься. Интересно очень. Так, как тебе лучше отреагировать, чтобы не спугнуть удачу? Как вам лучше всего отреагировать? Так, карта мостик, это планы. Дьявол, третьи лица, творчество, убеждение и сокровища. Давайте так. Сразу скажу, если у вас уже есть мужчина, тут прям нюанс такой, ну, сами подумайте, лучше не начинать, сразу говорю. Ну, это ваше дело, ваш выбор. Тут третьи лица какие-то, дьявол еще, мостик, планы, как вам реагировать. Давайте так, если мужчина вам интересен, да, вы можете найти с точки соприкосновения. Тут карта творчества, увлечение, вы чем-то увлекаетесь, он чем-то увлекается. Может быть, если там, ну, я отбросила вот это вот, да, третий фактор и дьявол, да, понятно, вы не свободны, он не свободен, эта история, тут как будто бы, тут еще карта убеждения ваша. Тут такой нюанс, девочки, ну, вы решайте сами, нужно вам это или нет. Вообще не хочу выступать в роли нравоучительницы какой-то, да. Ну, вам говорят, как бы там ни было, в любом случае это может быть как очень интересный собеседник. У вас могут быть одинаковые взгляды. Вот тут карта творчества. Повторюсь, какие-то хобби, увлечения, общее что-то может быть такое. Опять-таки, если там свободный, он свободен, тут
карта творчества, убеждения и сокровища. Вообще говорят, мужчина очень интересный, ресурсный. Ресурсный в каком плане? Не пустышка. Мужчина, который действительно полон загадок, тайн, но тут со знаком плюс. Тут не в том плане, что он там что-то от вас умалчивает, а в том плане, что интересно с ним. В том плане, что у него тоже есть тут свои убеждения, свое видение жизни. Но мужчина заинтересован в вас, и ему очень интересно вас узнать. Это может быть очень полезным, интересным опытом, общением. Опять-таки, сокровища. Сокровища. Я не буду тут это считывать, знаете, с меркантильной точки зрения, да, упаси Господи. Тут как будто бы, ну, мне такое, как ценный фрукт нельзя терять. Опять-таки, как вам реагировать? Как отреагировать? Ну, в принципе, да, вот тут поддержать разговор, тут какие-то планы человек строит, как минимум, может быть, общее какое-то дело, там уж не знаю, если вам интересно, там, может, совместное времяпровождение, там, общее хобби, дело, там, у кого-то это поход в театр, у кого-то это прогулка, уж не знаю, там, в лесу в каком-нибудь, в парке, у кого-то это, ну, опять-таки, не знаю, что-то там, вернисаж какой-нибудь. Все, чем вы дышите, как будто мужчина готов в это вовлекаться, ему это интересно. Можете смело это все как будто бы, ну, озвучивать. Мужчина будет только рад тому, что вы дадите ему как будто бы, знаете, зеленый свет, да. Ну, не так идет. Ну, я бы этому мужчине дала шанс. Ну, соответственно, если тут не замужем была. По мне так очень интересно. Перспективные какие-то взаимоотношения. Так, ладно. Все, решайте сами. Все, мой хороший. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.